Всем привет, друзья! Сегодня я поделюсь с вами рецептом этих безумно вкусных булочек. Готовить мы будем шоколадный синнабон. Они получаются очень воздушные, мягкие, буквально невесомые и с идеальной шоколадной глазурью. Хотя нет, глазурь будет не совсем шоколадная, но об этом я расскажу чуть позже. А вы пока не забудьте подписаться на мой канал, если вы еще не сделали этого раньше. А для начала мы приготовим с вами заварку, или же, как называется она по-правильному, это танджон. Это такой китайский метод заварки для того, чтобы тесто было более мягкое и долго сохранялось свежим. Для приготовления мы просто смешиваем муку и молоко и на среднем огне начинаем заваривать нашу смесь до такого густого состояния. Вот такая получается заварка. Не пугайтесь, что она с комочками, что она какая-то некрасивая. Все мы делаем правильно, так и должно быть. Это такой волшебный способ для наших булочек, для дрожжевого теста. Заварку отставляем в сторону и даем ей полностью остыть. Теперь переходим к приготовлению самого теста. Список ингредиентов вы также найдете в описании под этим видео. В теплое молоко мы добавляем примерно столовую ложку сахара от общего количества сахара. Оставшийся сахар мы отставляем в сторону. Также добавляем дрожжи, все хорошо перемешиваем и отставляем в сторону примерно на 15 минут до появления пузырей. Дрожжи должны хорошо сработать. Тем временем мы подготовим остальные ингредиенты. В муку мы добавляем соль, оставшийся сахар, какао и все перемешиваем. Итак, посмотрите, как хорошо подошли дрожжи. С ними уже можно работать. Но для начала берем насадку крюк, если вы замешиваете тесто в блендере или в планетарном миксере. Включаем минимальную скорость и постепенно добавляем все молоко к нашим сухим ингредиентам. Помогайте ложкой для того, чтобы все дрожжи попали в наше тесто. Продолжаем перемешивать и на этом этапе добавляем нашу остывшую заварку. Она может быть тепленькая, но слишком горячая заварка не подходит, поэтому остудите. Теперь добавляем яйцо и продолжаем вымешивать. У нас должно получиться однородное тесто. Оно еще не полностью готово. Мы еще будем добавлять сливочное масло. Но за это время, пока вымешиваете тесто, оно должно стать однородным. Вот такое липкое получается тесто. Все нормально, не пугаемся. Даем тесту остыть на 10 минут и далее продолжим с ним работать. Накрываем полотенцем и даем ему отдохнуть. Тесто отдохнуло, теперь добавляем мягкое сливочное масло. И сейчас будет очень важный этап. Мы должны тесто вымешивать не менее 15 минут. Да, это долго, но что поделать, для получения мягких и нежных синнабон тесто вымешивать нужно долго, для того, чтобы клейковина сработала и тесто получилось мягкое. Поэтому либо вымешивайте все руками, но тогда вам придется замешивать тесто чуть больше, минут на 5, чем если бы вы замешивали его в планетарном миксере. Как видите, сейчас тесто еще не готово, прошло только 8 минут, и вы увидите разницу, каким будет тесто после того, как пройдет 15 минут. И вы только посмотрите, какое оно эластичное, гладкое, абсолютно не липнет к рукам. Видно, что клейковина сработала. Тесто получилось очень-очень покладистое, ну просто идеальное. Теперь переходим на рабочую поверхность. Обминаем тесто и вымешиваем буквально 1 минуту для того, чтобы оно полностью было однородным и гладким. Берем чашу, слегка присыпаем ее мукой и выкладываем наше тесто. Накрываем сухим чистым полотенцем и даем тесту подняться на 1–1,5 до увеличения в объеме в 2–2,5 раза. За это время мы приготовим начинку. Готовится она очень быстро, так что много времени у вас это не займет. Мягкое сливочное масло выкладываем в чашу,
Добавляем сахар и цедру апельсина. Вы можете брать свежую цедру с апельсина. У меня покупная цедра, уже сухая, но это не имеет никакого значения. Вымешиваем все венчиком или силиконовой лопаткой. У вас должна получиться просто мягкая сливочная масса. И отставляем ее в сторону. Теперь приготовим глазурь. Для этого в мисочку мы добавляем молоко и сахарную пудру. Перемешиваем пудру до растворения. Добавляем ванильный сахар и ореховую пасту. Паста подойдет любая, нутелла, либо фундучная паста, которая у вас есть, либо же миндальная паста, но она будет не такая коричневая, не такая шоколадная. Поэтому выбирайте любую пасту, которая у вас есть. Даже фисташковая паста подойдет. Не имеет никакого значения, просто ориентируйтесь на свой вкус. И перемешиваем все ингредиенты до однородности, до гладкости. Берем одноразовый мешок и выкладываем нашу глазурь в кондитерский мешок. Заворачиваем хвостик, и все, наша глазурь готова. В принципе, у нас уже готово все для выпекания булочек. Осталось только подождать наше тесто. А тесто уже подошло. Посмотрите, какое оно красивое, мягкое, живое, буквально невесомое и очень-очень нежное. То есть мы уже понимаем, что булочки получатся бесподобные. Дрожжи хорошо сработали. И остается только сформировать наши синнабоны. Итак, обминаем наше тесто. Слегка его вымешиваем на рабочей поверхности. И можно приступать к формированию синнабона. Раскатываем тесто не слишком тонким слоем, примерно 4 мм. Раскатываем в прямоугольную форму, либо в квадрат, как вам больше нравится, можно в круг, но диаметр примерно должен быть 35 на 40 сантиметров. Посмотрите, какое тесто эластичное, оно абсолютно не рвется и тянется во все стороны. Очень вкусное тесто и красивое, и удобное. В общем, я готова просто восхищаться этим тестом бесконечно. Теперь берем начинку и ложкой, либо кондитерской кистью равномерно распределяем сливочную начинку по всему тесту. И начинаем скатывать наше тесто в рулет. Старайтесь прижимать тесто, чтобы не было пустот, и булочки получились плотные и равномерной толщины. Сворачиваем, слегка придавливаем там, где шовчик. И теперь нам понадобится обычная нитка. Если у вас есть кондитерская нить, хорошо. Если нет, берите обычную нитку для того, чтобы можно было равномерно нарезать наши булочки. Примерная толщина должна быть 2,5 сантиметра. Но по краям получатся вот такие не совсем булочки формы синнабон, просто улиточки. Мне они тоже нравятся, симпатичные. Если вам они не нравятся, то можете перевернуть обратной стороной, слегка придавить, и тогда у вас получится разрез, как у синнабон. И смотрите, обязательно прячем вот такой хвостик, иначе в процессе выпекания синнабоны могут раскрутиться и будет не очень красиво. На вкус это, конечно, не влияет, но все-таки хвостики лучше спрятать. Распределяйте булочки на небольшом расстоянии друг от друга, если ваша форма позволяет. Знаю, что многие любят выпекать синнабоны в форме в виде пирога, наоборот, слишком близко друг к другу. Так тоже можно, выпекайте как вам нравится. У меня стандартный противень для духовки, поэтому я на небольшом расстоянии друг от друга буду распределять наши булочки. И небольшой вам такой лайфхак, совет. Если вы не любите шоколадные булочки, то количество какао замените на такое же количество муки. И у вас получится обычные белые булочки синнабон. Но с какао шоколадные булочки, как по мне, гораздо интереснее. Итак, накрываем наши булочки полотенцем и даем подняться им 45 минут. И вы только посмотрите, какие пышные получились
булочки. Они еще не выпекались, но выглядят уже симпатично и очень аппетитно. Как видите, практически не осталось свободного места между булочками. После выпекания они получатся еще немного больше и еще более аппетитные. После расстойки отправляем булочки в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем 30 минут. И вот такие симпатичные, аппетитные булочки у нас получились. И как только вы достали булочки из духовки, берем нашу ореховую глазурь и щедро поливаем булочки этой глазурью. Для разнообразия я оставила несколько штучек без глазури, но скажу честно, без глазури они получаются не сильно сладкие, а вот с глазурью как раз тот вкус, который мне нравится. Он такой сбалансированный, в меру сладкий, булочки не приторные, поэтому глазурь идеально дополняет синнабоны. Я уверена, что эти синнабоны надолго у вас не задержатся, но если вы хотите спросить, как хранить их правильно, то складывайте остывшие булочки в контейнер и храните в холодильнике. Да, они уже будут не такие мягкие после холодильника, но вы всегда можете разогреть их в микроволновке буквально 10 секунд, и у вас снова будут готовы мягкие булочки. Давайте теперь посмотрим, какие эти булочки внутри. Синнабоны уже остыли, так что можно их разломать и посмотреть на всю эту красоту. Вы видите, насколько они мягкие, нежные, пропитанные глазурью. Рецепт идеальный, я уверена, вам понравится. Обязательно попробуйте. Я просто гарантирую, что вы будете в восторге. Всем спасибо, берегите себя и до скорых встреч. Всем пока!